Наверное, этот ролик наберет больше всего дизлайков от тех людей, которые не смотрят аниме Боруто совсем и вообще не имеют понятия о событиях, которые там происходят. Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы сравним две сильнейшие организации во вселенной Наруто. То есть это всеми известная Акацуки и относительно новая организация Кара, которая очень сильно нашумела в последнее время. Сравнивать я буду максимально адекватно, но в первую очередь это лично мое мнение. И если вы будете со мной не согласны, то обязательно пишите об этом в комментариях. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли один из артефактов Хагарому банановый веер в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди меч Самохада и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем с основания, и первыми будут Акацуки, у которых очень долгая и запутанная история. Во время Третьей мировой войны шиноби Яхико, Нагато и Конан решили создать организацию, которая должна принести мир в их деревню скрытого дождя. Само название Акацуки переводится как «рассвет», но если между Ака и Цуки поставить пробел, то значение уже будет другим, а именно «красная луна». Первоначально лидером Акацуки был Яхико, однако после его смерти лидером стал его лучший друг Нагато, который не смог принять его смерть, и после этого Акацуки уже не были той организацией, которая добивалась мира мирным путем, а как раз таки наоборот. Цель по факту была той же – мир и стабильность, но вместо того, чтобы избежать кровопролития, Нагато пошел на все, чтобы добиться мира. Он хотел, чтобы каждый человек ощутил то, что чувствовал он сам. Держать мир в страхе – это была главная цель Нагато, но для того, чтобы ее осуществить, ему нужны все хвостатые звери, поэтому Акацуки начали активно приглашать ниндзя-отступников в свои ряды. Первым, кто присоединился, был Обито, который ранее предлагал им сотрудничество, но получил отказ от Яхико. Дальше про пополнение их состава инфы не было, но вместе с Обито соответственно пришел Зетсу и скорее всего Кисаме. О следующих их пополнениях можно только строить теории, но я считаю, что это не особо-то и важно. Более важно то, кто был истинным основателем Акацуки. Официально это, конечно же, Яхико и компания, но на самом деле все куда сложнее. Акацуки были созданы потому, что этого хотел Обито, который всего лишь был пешкой Мадары, а Мадара в свою очередь стал особой пешкой Куру Зетсу, после того как смог пробудить Риннеган. Зетсу специально влиял на многие события, чтобы в конечном итоге воскресить свою мать Оцуки Кагую, и Акацуки были частью его плана по достижению цели. В принципе, с основанием Акацуки разобрались. Теперь можем переходить к организации Кара, лидером которой при жизни был Джиген. По правде, то инфы по Каре намного меньше, чем по Акацуки. Нам неизвестно, когда была создана эта организация, как Джиген набирал людей, где и когда он встретился с Самадо, кто был вторым участником. Много всего нам так и не раскрыли. Целью Кары является плод божественного древа, то есть уничтожение всего живого на планете. И по сравнению с Акацуки, то их цель куда серьезнее и масштабнее, ведь первые желали мира любой ценой, в то время как Каре плевать на всех. Созревание плода Шенджу означает конец не только шиноби, но и всему живому. Организация Кара состоит из внутренних и внешних членов, но только первые относятся к основной организации, то есть внешние члены работают на внутренних, доставляют им разную инфу и выполняют тайные миссии, как, например, Ао из облака работал на Кашина Коджи, или же Гару, который работал на Дельту. После того, как Ишики переродился в теле Джигена, а вскоре и вовсе умер, лидером Кары стал Код, последний выживший внутренний член. Конечно, остались еще Дельта, Кашин Коджи и Амадо, но первая отключена, а второй и третий вовсе их предали, поэтому на них рассчитывать точно не стоит. После смерти Ишики планы в Кары в принципе не изменились, только вот после достижения цели в виде плода все достается одному человеку, то есть Коду, а при Джигене каждый внутренний член должен был получить свою долю плода, хотя лично я сомневаюсь, что это бы случилось. В принципе, с основанием и целями обоих организаций мы разобрались. Теперь переходим к раскладу их сил. У каждого члена Акацуки был напарник, в то время как в Кары каждый работал сам, но у всех были пешки в виде внешних членов. Давайте сначала я напомню основные пары в Акацуки. Первых, кого показали, были Дейдара и Сасори, и главной их миссией был захват однохвостого Шукаку, и они отлично с этим справились. Вторая пара – это Какузу и бессмертный Хидан. Эти парни сумели выполнить сразу две особые миссии. Сначала они захватили Семихвостого после окончания экзамена на Чунина в песке,
а затем им удалось успешно поймать и двуххвостого. Третья пара состоит из Итачи и Хошигаки Кисамы. Первой их целью был девятихвостый, но увидев Джираю, Итачи сказал, что им с ним не справиться, и они просто сбежали. Хотя шансы, чтобы захватить Наруто, тогда были очень большие. После смерти Итачи Кисама работал уже без напарника, но в одиночку ему удалось захватить четыреххвостого Сон Гоку, и у него была возможность захватить сразу два Биджу, Гьюки и Кураму, но ему это было уже не под силу, и единственное, что он тогда мог сделать, это доставить свиток с собранной информацией. Четвертая пара – это Нагато и Конан. Безусловно, это сильнейшее дуо, но у них также были провалы. Нагато успешно поймал шестихвостого, однако Кураму ему так и не удалось захватить. Да и вообще в этот промежуток событий большая часть состава Акацуки уже была мертва. И еще одна пара, которую в принципе можно выделить, это Дейдара и Тоби, которым удалось захватить треххвостого Исобу. Были, конечно, и другие менее влиятельные члены, но они вступили в организацию исключительно по собственным мотивам. Например, как Арашимару или же команда Така. Они преследовали только свои цели. Змееныш хотел завладеть телом Итачи, а Саске просто хотел в то время уничтожить Каноху. Теперь переходим к составу Кары. Каждый внутренний имеет татуировку на лице в виде римской цифры. Под первым номером находилась Дельта, вторым был Кашин Коджи, третьим Бору, а четвертым Джиген. Скажу сразу, эти номера не обозначают уровень их силы. То есть, если Дельта первая, это не означает, что она самая слабая. Под пятым номером был старик Виктор, шестым является Кот, а седьмым был Дипа. Восьмым, скорее всего, был Амадо, хотя у него на лице никогда не было татуировки с номером 8. Под номером 9 был Каваки, хотя он никогда не относился к внутренним. И 10-м был сам Уцуцуки Ишики, истинный лидер этой организации. Каждый внутренний член был модифицирован Амадо, кроме самого Ишики. Это что-то наподобие того, как Нагато модифицировал все тела Пайна, только вот первый использовал седьмой путь Риннегана, а второй свои знания, которые многократно превосходят силу Риннегана Нагато. Теперь переходим к кульминации, то есть к их сражению. В арсенале Акацуки Нагато были 7 хвостатых зверей, которые многократно апают их силу. Однако в Каре есть оружие куда мощнее. Это Джуби. Хоть он всего лишь и саженец, это никак не делает его слабым. Да, по сравнению с Джуби Кагуи он теряется, но это просто меньшая его версия. Как я уже сказал ранее, каждый в Каре был модифицирован Амадо. И если же кто-то умрет, он сможет запросто восстановить их тела, как это было с Дипой. Да и в той же Дельте было 3 тела, то есть Амадо просто переносил ее сознание в одно из тел, и она была как новенькая. Скажу по правде, один Ишики в теле Джигена будет намного сильнее, чем вся организация Кара вместе взятых, даже если учитывать всех членов за все время. Джиген просто уничтожил Наруто и Саске, не оставив им никакого шанса. А наш Дэд в принципе сам был сильнее, чем все Акацуки, даже по отдельности. Если бы не было Джигена, то в Акацуки все же появились бы шансы на победу, но пока у Кары есть Амадо, они все равно будут сильнее. Акацуки лучше лишь тем, что нам до самых мельчайших деталей раскрыли абсолютно каждого персонажа. Нам было известно, с какой целью они вступили в организацию, хотя некоторых участников все же взяли принудительно, как, например, Дейдару. А про Кару нам до сих пор ничего не известно. Лидер и 90% состава уже умерли, и никто почти не был раскрыт. Нам вкратце рассказали историю Ишики и Виктора, об остальных нам остается только гадать. В плане крутости, безусловно, побеждают Такацуки, но в плане мощи, конечно же, Кара. Первые даже близко не стоят с ними, и с этим не поспоришь. В принципе, на этом у меня все. Если вы со мной не согласны, то пишите свое мнение в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте, все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока.